Вітаю усіх, друзі! З вами на зв'язку таролог Алехандро. Світла вам та вашему Всесвітові. Сегодня мы с вами проведем общий расклад Таро на отношения. Это будет потоковое чтение для женщин, для мужчин. Каждый будет смотреть со своей стороны. Поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего партнера. Попытайтесь ни о чем не думать, и в ближайшие минуты, сколько пройдет времени, я не знаю. Ну, давайте посмотрим 36, например, вопросов. Да, вот классическая 36 карт. И начнем с того, что просто вот зададим вопрос. Что загаданный человек чувствует к вам вот в эту минуту прямо сейчас? Он чувствует, что он является для вас опорой, ресурсом, точкой отсчета. И он чувствует, что вы без него не можете. Он чувствует как будто бы не сколько связь, сколько зависимость. Но эта зависимость в первой карте, она не болезненная. Возможно, он чувствует, что нужен вам. Вот так. Окей. И эта карта дает мне поток спросить, а вот о чем он думает, когда остается наедине с самим собой? Да, он думает, что может превзойти ваши ожидания и может сделать больше для вас, нежели уже сделал. Наедине с самим собой он понимает, что возможно даже то, что между вами, это любовь. Здесь так и написано, да? Но он думает о том, а что же он еще может сделать такого, что может доказать его надежность, его силу, ну, чтобы укрепить ваше мнение о нем, что он вам действительно нужен, что вы нуждаетесь в нем. Ну, пока очень-очень так обнадеживающе, да? Давайте спросим, вот что он скрывает от самого себя? Он от самого себя скрывает свои силы, свои ресурсы. Пентакли, сила. Он скрывает, он себя недооценивает. И он скрывает от себя перспективу этих отношений. То есть он не до конца верит в эти отношения, в будущее этих отношений. И он как бы, с одной стороны, хочет сделать больше, да, а с другой стороны, не до конца в это верит. Окей. Что произошло в его душе после вашего знакомства? Король кубков, но в этой колоде есть короли кубков женской архитектуры, да, женского значения и мужского. Так вот, в его душе произошло то, что он почувствовал, что вошел в вашу жизнь и что открыл для себя целый мир. Он почувствовал, что вы оба, как пара, родственные души, что вы подходите друг к другу и что в вашей гавани, в вашей обители, в вашем порту, на вашем причале ему, как кораблю, тихо, затишно, да, спокійно и комфортно, да, то есть, ну вот именно комфортно в плане спокойствия и уюта. Он почувствовал спокойствие, да, и знаете, вот как он как корабль привык к штормам, да, а тут он как в спокойном океане, в тихом океане, да, поэтому в его душе, его душа успокоилась или упокоилась. Давайте тогда спросим, почему? Почему? Судьба снова возвращает его чувствами и мыслями к вам. Потому что каким-то образом вы энергетически подходите друг к другу. И вы каким-то образом контролируете его мужскую энергию. Здесь королева жезлов, а королева жезлов – это та самая женщина,
которая умеет не только быть королевой чаш, но и контролировать чувства, эмоции свои и своего партнера, но еще и контролировать энергии. Но для каких знаков зодиака актуален этот расклад? Для мужчин, особенно земной стихии, это Телец, Дева, Козерог. Для женщин водные стихии, Раки, Скорпионы, Рыбы. Для женщин Овны, Львы и Стрельцы. Хорошо. То есть он мыслями к вам возвращается, потому что у него с вами есть некая энергетическая связь, которую вы, скорее всего, контролируете. Может быть, что вы его околдовали по этой карте, да, может быть. И пьянили его разум, его сердце, да, и его чувства в том числе. Вот давайте спросим, что он хочет сказать, но первым он это не произнесет. Ну, тут, знаете как, здесь мужское знание. Он хочет сказать, что знает и умеет намного больше, чем вы, что вам нужно выслушать его хорошенечко, внимательно, согласиться с ним. И он хочет сказать, что у вас, особенно если вы женщина, есть много чему поучиться у него, но он об этом не скажет. То есть, упрощенно он хочет сказать, что он гораздо умнее вас, и вам надо у него учиться. Но все-таки вот то, что я сказал первым, вот в этом нужно вам поискать ответы на свои вопросы для своей ситуации в этом контексте. Хорошо, а какая правда скоро откроется о его чувствах к вам? Правда, 7. Правду будем искать в его чувствах. 8 Пентаклей. Правда о его чувствах к вам говорит о том, что он готов работать над собой и с вами, чтобы достигать гораздо большего и чтобы ситуация между вами улучшилась или стала более легкой, или прогрессировала. То есть в его чувствах откроется та правда, что он, может быть, согласится с самим собой, а может быть, найдет в себе силы, благодаря тому объему чувств, который у него уже сложился, направлять эти чувства на действия, которые будут приносить плодотворный результат в ваших отношениях. Что вас удивит больше всего в этом человеке? Давайте посмотрим. В этом человеке удивит мудрость. Скорее всего, этот человек не просто отшельник и иерофант, но еще и искусный в этом плане как личность. Да? То есть отшельник и иерофант – это смесь такого старая душа. Вот. Так вот, вас удивит то, что этот человек намного глубже, умнее, мудрее, нежели он вам может казаться. Поэтому не торопитесь с выводами. У вас действительно старая душа. И можете ли вы быть родственными душами по этому раскладу? Да, карты показывают здесь родственность душ, но, может быть, кто-то из вас это не понимает. Например, вы не понимаете как партнер, да, а он понимает. Или наоборот. Хорошо. Давайте тогда спросим очень интересный вопрос у карт. Вот мне сейчас поток подсказывает задать вопрос, почему карты сегодня решили рассказать именно об этом. Вот почему именно это вы сейчас слышите, да? Потому что вы чувствуете, что у вас есть интерес, и у него есть интерес. Но среди этого вы не до конца понимаете друг друга и не до конца понимаете, по каким правилам в этой ситуации вы играете. И эти отношения иногда напоминают игру, где вы не до конца понимаете, кто и какую роль выполняет или отыгрывает в этих отношениях, как в игре.
Окей. Я думаю, что такая, как говорится, энергия и обстоятельства между вами, и вы можете посмотреть, кто на раскладе. Да, на раскладе получается люди, которые играют, чувствуют, что не играют, до конца друг друга не знают, готовы расти. Один из партнеров намного глубже, намного, может быть, умнее, мудрее, опытнее, может быть, даже старше. И женщина здесь может быть такая умеющая управлять мужскими энергиями и, возможно, знающая свою роль, свою игру и свою фигуру на шахматной доске этих отношений. Хорошо. Давайте немножечко все-таки углубимся во внутренний мир. И вот я хочу спросить, а вот какие эмоции он испытывает, когда вспоминает вас? Как же можно было? Вы такая роскошная, особенно если вы женщина. И это, знаете, такое эстетическое удовольствие, что вы у него есть. То есть он думает о том, как ему повезло иметь такое сокровище, как вы. Особенно если вы с точки зрения женщины. Если мужчина гадает, то женщина ценит ваш подарок, ваше внимание, ваши материальные подарки. И она ценит то, что она чувствует, что она тоже ценна в этих отношениях. Давайте спросим, а чего он боится больше всего? Он боится осуждения, честности и правосудия. И здесь, если вы видите, что партнер или партнерша не хочет союза официального, то это официальный союз, официальный брак. Вот это страхи его. Честность, брак и осуждение, обвинение. Может быть связаны с этим вопросом обвинения и осуждения. Официальных союзов как минимум, и эта карта больше про официальные союзы. Хорошо, тогда давайте спросим по-другому. Есть ли то, что удерживает его от решительных действий? Или что его удерживает от решительных действий? Сомнения в успехе и сомнения в результате. Здесь могут быть сомнения в продолжении рода. Нужно ему продолжать род или ей, или нет. Но, тем не менее, что удерживает от решительных действий? Это сомнения и колебания. Это карта колеблющаяся, и это тоже может быть колеблющаяся в зависимости от того, на какую чашу падают его или ее сомнения. Тогда давайте спросим, а есть ли рядом человек, который вмешивается в судьбу ваших отношений? Да, это может быть как мужчина, особенно огненной стихии, особенно руководитель, предприниматель, так и женщина с характером мужчины. Это аспект королевы жезлов, и это аспект такой решительной, может быть, грубой женщины, которая контролирует еще больше, чем королева жезлов. Услышали? То есть, да, еще раз, это может быть как мужчина, так и женщина. Тут смотрите, либо это мужчина утонченный, да, который влияет на эту ситуацию, либо женщина достаточно такая, грубая женщина, да, тоже руководитель может быть, овен, лев и стрелец особенно. И если она там руководитель, предприниматель, он тоже, обращайте внимание, может ли это быть человек власти или относящийся к власти, да. Человек с юга или с южной части, да, южной стороны планеты Земля. Хорошо. Насколько искренни его слова и поступки? Проверяем. Солнце говорит о том, что он искренен. Хотя у меня есть аспект правды здесь, он не до конца раскрыт. Посмотрим, может быть, с потока что-то и придет, какая-то подсказка. Но тем не менее, его слова и поступки по отношению к вам искренни. Может ли кто-то отвлекать его? Да, особенно если вот этот человек реально есть рядом. Да. Этот человек
который мешает ему и влияет на ваши отношения, он достаточно сильный соперник или соперница. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Его слова и поступки искренние, но есть вот этот вот стриж или ласточка, да. Давайте спросим, а что он тщательно скрывает от окружающих? Вот, ну, как маска, да, вот мы и спросим, что он тщательно скрывает? А у него есть что скрывать. Он скрывает агрессию, он скрывает то, что знает гораздо больше, он скрывает то, что ревнует и подозревает, и он скрывает то, что он ведет какую-то, может быть, свою очень такую продуманную игру. Вот то, что скрывает загаданный вами человек. То есть этот человек достаточно продуманный, может быть хладнокровный. Давайте тогда спросим, коль уж правосудие где-то в аспекте осуждения, о чем он жалеет больше всего? О чем жалеет больше всего? Он жалеет о том, что не нашел выхода из какой-то кризисной ситуации между вами, и о том, что не смог прийти с вами к компромиссу. И в этом он, может быть, застрял. Окей. А как он может видеть вас в своей жизни, если он вот, ну, как бы сомневается, да? Как он видит вас в своей жизни? Ну, где-то он видит вас в своей жизни после решения конфликта, который, может быть, вы еще не прожили, или он еще просто не, ну, как бы не понимает, как вы в этой конфликтной ситуации будете выруливать и приходить к компромиссу вдвоем. Здесь близнецы, а здесь компромисс. Поэтому вот как он видит вас в своей жизни дальше, да, в зависимости от того, к какому компромиссу вы придете вдвоем, прожив тот или иной кризис. Это две кризисные карты рядом, поэтому так и читается. Хорошо. А что он уже решил по поводу ваших отношений? Может, у него что-то уже созрело по отношению к вам? Он решил действовать более активно и дать вам шанс. Ну и также он будет где-то подталкивать вас к определенным действиям. Но эти действия заставлять будут вас как бы подчиняться ему и выполнять его волю. То есть этот человек будет склонять вас к своей воле и, ну, как бы направлять ваши поступки и действия согласно своему желанию. То есть он будет диктовать какие-то свои условия. Хорошо, достаточно, я думаю. Давайте посмотрим, ну, какие-то советы, подсказки, инсайты. Давайте посмотрим. Вот Солнце и туз жезлов дает какую-то открытую руну. Соло, Кано, да. Вот какой секрет откроется вам совсем скоро? А вам откроется секрет перспективы ваших отношений. То есть вы скоро узнаете, есть ли перспектива у этих отношений или нет. Карта неплохая, но как минимум будут неплохие предпосылки, чтобы разобраться в секретах перспективы отношений. А что происходит за вашей спиной? Давайте вот посмотрим, о чем вы не подозреваете, да? Что он скрывает, что происходит за вашей спиной. Ну, либо он так сильно любит вас, что он это тщательно скрывает, либо есть действительно соперница, и он не может решить, к кому и какие чувства он испытывает по-настоящему, кому он испытывает реальные чувства, а где ему кажется. То есть за вашей спиной чувства, но эти чувства и к вам, и, скорее всего, к тому, кто влияет. Ну, на вас королева кубков выпадает, а за вашей спиной король кубков. Поэтому смеем допустить, что мужчина в чувствах имеет некую такую, ну, раздвоенность. Да? Хорошо. Давайте спросим вот эту карту. И посмотрим на нее как влияние магического характера. Ну, все-таки это искусство магии, искусство алхимии. Есть ли магическое или энергетическое влияние на ситуацию? Да, есть. И поскольку мы сегодня не делаем с вами
диагностику, а задаем просто вопрос, то лучше смотреть на индивидуальные диагностики, потому что какая это магия, покажет только личная диагностика. Ну, давайте так скажем. Может ли здесь быть приворот по этой карте? Да. Могут ли быть различного рода остуды, закрытие дорог, присушки и так далее? Да, да, все это может быть. Хорошо. Какие силы помогают, наоборот, вам, вашим отношениям? Какие силы помогают? Ну, я вам так скажу. И ваша сила воли, особенно если вы с точки зрения женщины смотрите, ну и его мужская сила воли, то есть сила воли. Ну, это как бы ваш внутренний ресурс. Да? А что мешает вашему счастью? Совместному, да? Тройка пентаклей. Может быть, это работа, может быть, это учеба, а может быть, просто банальный треугольник. Все-таки тройка пентаклей, троечка, да? Поэтому, тройка рядом, да? Поэтому, скорее всего, здесь есть треугольник какой-то. И насколько эта соперница или соперник здесь проявлен, это уже зависит от вашей ситуации, да? Окей. Какое событие полностью изменит вашу ситуацию между вами? Что за событие должно произойти? Ой, это будет какая-то, эмоция какая-то. Или вы взорветесь эмоционально, не выдержите, да? Как женщина особенно. Мужчины тоже могут вспыхнуть, да? Либо просто, энергии вокруг вас будут, складываться таким образом, что вы откроете какую-то такую эмоцию, которая взволнует обоих. И вот эта вот эмоция, она будет очень сильно влиять на ситуацию. Но учитывая то, что здесь ракушка, отношения могут как закрыться, так и открыться, понимаете, да? А может быть, знаете как, ситуация вас доведет до такой точки, да, кипения, где вы выбросите все на поверхности, исходя из вот этого проговоренного, да, или вылитого друг на друга, вы уже будете отталкиваться на дальнейшие отношения, да, строить планы на дальнейшие отношения. Хорошо. Что станет для него, для вашего партнера, настоящим потрясением? Настоящим потрясением для него станет откровение, очищение и какое-то настоящее потрясение, да, страшный суд, это и есть настоящее потрясение. И, возможно, какая-то очень кризисная ситуация, которая будет на эмоциях, да, тут смотрите, эмоции, а здесь освобождение от материального и переход к духовному. Настоящим потрясением для него, для вашего партнера или партнерши станет настоящее потрясение. Может быть, кто-то там на эмоциях хлопнет дверью, может быть, он хлопнет дверью, может, вы. Может быть, это будет откровенный разговор, да, затрагивая какие-то высшие материи, да. Не обязательно какие-то земные, да, приземленные, может быть, высшие материи, да. А может быть, вашим отношениям и не хватает тех высших материй, которые создают вот эту вот ситуацию. Хорошо. Какой неожиданностью, или давайте так, вот все-таки потрясение, да, вот оно как спонукает, подталкивает к рассмотрению еще каких-то неожиданностей. Вот давайте спросим, что станет неожиданностью для вас? Вот для него потрясением станет потрясение, а для вас? Вот. А для вас станет неожиданностью, особенно если вы женщина, да и мужчина, в принципе, тоже, что у вас хватит ума не наломать дров и не разорвать эти отношения, а воспользовавшись своим умом, интеллектом, спокойствием, рассудительностью, удержать или сшить эти отношения, или продолжить эти отношения, несмотря на какую-то острую или кризисную ситуацию. Ну и вы найдете не только ум, да, и воспользуетесь им, а еще и найдете силу, власть, способности и, может быть, откроете в себе какие-то способности и возможности.
Ну, здесь королева, король мечей, но это как король и королева. Здесь, знаете, как для вас неожиданностью, как женщине. В женщине будет, вы найдете в себе столько мужских качеств, что не подозревали, и они вам помогут. А мужчина будет умен, решителен, но мягок. Найдет в себе мягкость. Вот такое. Интересная карта, да? Хорошо, давайте вот спросим, какой знак судьбы вы получите в ближайшее время? Все-таки звезды, они подталкивают меня спросить это. Даже часы символически пробили. Знак судьбы – это любовь, ощущение, вдохновение. Музу вы почувствуете, увидите, может быть, услышите шепот этой музы, голос музы. Но вы получите в ближайшее время знак судьбы, который говорит о любви и о настройке резонансных частот ваших душ друг на друга. Вы услышите звуки сердца и души вашего партнера. Это будет знаком судьбы. Ну, знаком судьбы является чувство, любовь и резонанс. Хорошо. Давайте немножечко будущее, думаю. Будет ли между вами разговор, который многое изменит? Состоится ли между вами тот разговор, на который, может быть, вы рассчитываете? Да, это разговор на чистоту, но он произойдет не так скоро, как вы рассчитываете. Может быть, ближе к зиме, особенно в Водолее. Да, он будет, но не скоро. А сделает ли он первый шаг? На данный момент нет, если он его еще не сделал. И если ваши отношения сейчас трещат по швам, то нет. А если не трещат, если у вас прям все идеально, то это может быть так неожиданно, что вы, я вам так скажу, еще к этому не совсем готовы. Хорошо, а как будут развиваться его чувства дальше, учитывая вот эти вот сложности, которые мы посмотрели вот здесь, да, и вот здесь, в этой карте? Его чувства дальше могут развиваться в зависимости от того, какая энергия будет в нем доминировать и как он будет справляться с этими энергиями. Особенно если в этих отношениях есть магия. Особенно на нем. Ну, в том числе и на вас, если она есть. То есть все зависит от мага. Насколько партнер, особенно мужчина, сможет контролировать свои энергии и противостоять внешним влияниям. Хорошо. Давайте тогда спросим. Что произойдет между вами в ближайшем будущем? У вас может укрепиться ваша ситуация в отношениях, это союз всегда, но также и влияние третьего лица тоже может укрепиться, поэтому, между вами в ближайшем будущем может происходить укрепление не без влияния и участия третьего лица. Ну, к сожалению, такие карты. Видите, тут треугольник все-таки в этом раскладе, он имеет место быть, и он начинался у нас, по сути, где-то вот с этой карты, да. То есть, с королевы, которая имеет образ короля, да. Хорошо, а давайте тогда спросим, а каким окажется самый важный момент ваших отношений? А самый важный момент ваших отношений – это уйти или остаться, и как в этой ситуации вы будете чувствовать сердце свое и сердце своего партнера. Вот так вот. Хорошо, а что уже предрешено судьбой? Что предрешено судьбой? Судьбой предрешено вам оказаться в хаосе вдвоем, и в этом хаосе и ночью, и белым днем вы будете искать покой и утешение. Интересно, да, даже немножечко пошел поток такой поэзии, да, легкой такой, где предрешено судьбой начать сначала все вам. Все вам, да, вот так.
Хорошо, а какой главный совет дают вам карты? Проверяем башню и дурака. Главный совет, который дают вам карты, пережить то, на что не рассчитываете. Почему? Потому что на кону очень сильное потрясение и очень высокие ставки. Чем закончится эта история, если все оставить так, как есть, и ничего не менять? Если ничего не менять, то это закончится взаимодействием, где каждому из вас придется потратить очень много сил. Поэтому, если ничего не будете менять, то крепитесь и набирайтесь физических сил, в том числе и энергетических. Может ли это быть сближение? Да, но бороться придется по-любому. 36-я карта. Из потока я хочу спросить, какой самый вероятный итог ваших отношений? И что вас ждет дальше? Вероятный итог позитивный, если вы найдете силы в себе и поддержите инициативу, которая пойдет к вам в тех обстоятельствах, о которых ми розсмотрели в этом розкладі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі. Па-па.